30 марта 1908 года родился первый начальник космодрома Байконур, генерал-лейтенант Алексей Нестеренко. Он прошел всю Великую Отечественную войну, командовал гвардейской дивизией легендарных «Катюш» и стал лауреатом государственной премии. После войны Алексею Нестеренко поручили сформировать и возглавить Институт реактивного вооружения. А уже в 1955-м Нестеренко стал начальником испытательного полигона, который позже станет космодромом Байконур. Тогда, правда, никто не знал, какой должна была быть площадка для пуска ракет в космос. В казахстанской степи была только маленькая железнодорожная станция и несколько воинских подразделений. И все приходилось начинать с нуля, поэтому во многом именно благодаря огромному личному вкладу Алексея Нестеренко космодром стал по-настоящему легендарным. Он, кстати, даже писал картины и книги, поэтому, если вам интересно, почитайте его военные мемуары. Продолжаем отмечать дни рождения. 30 марта, но теперь уже 1957 года, родилась Елена Кондакова, которая дважды была в космосе. Герой России, летчик-космонавт, она летала на станцию «Мир» сначала на нашем «Союзе», а потом на американском шаттле «Атлантис». Елена стала первой женщиной, которая осуществила длительный полет. Кстати, муж Елены тоже космонавт Валерий Рюмин, который был руководителем в ракетно-космической корпорации «Энергия» и выступал изначально против космических полетов женщин в целом и его жены в частности. Но Кондаковой удалось доказать, что она способна быть членом экипажа наравне с мужчинами и не уступать им в работе. Ну и пару моментов из истории на день завтрашний, 31 марта. В этот день, в 1966 году, впервые в мире был создан первый искусственный спутник естественного спутника Земли. Ну а если говорить проще, то на орбиту Луны запустили советскую автоматическую станцию «Луна-10». Аппарат проводил исследования естественного спутника нашей планеты. Он определял ее магнитное поле, измерял радиоактивность, а также ионизирующее излучение. У спутника даже были идеологические задачи. По команде Земли он мог передавать мелодию «Интернационала» по радиоканалу. Луна-10 перестала работать через 56 суток после выхода на лунную орбиту, потому что заряд химических батарей был уже исчерпан. Ну а через 12 лет после этого, в 1978 году, 31 марта, был запущен «Космос-1000», первый советский гражданский спутник для навигации. Именно он положил начало созданию космической навигационной системы «Цикада». После 2008 года потребители «Цикады» были переведены на обслуживание уже системой ГЛОНАСС. Модуль «Квант» был запущен с космодрома Байконур 31 марта 1987 года и стал первым модулем, который пристыковали к базовому блоку станции «Мир». На борту модуля была обсерватория «Рентген» для проведения астрофизических наблюдений, а также инструменты для исследований в области биологии. «Квант» было очень сложно пристыковать к «Миру». Этому мешал станционный мусор, который находился рядом, и космонавтам даже пришлось выйти в открытый космос, чтобы его убрать. При помощи наблюдений на модуле «Квант» сделали много важных научных открытий. Например, получили изображение области центра галактики в широком диапазоне энергии, обнаружили новые нейтронные звезды, черные дыры и исследовали спектр излучения сверхновых звезд.